Когда стая волков окружила раненого мужчину, он сразу понял, что это конец. Однако в это мгновение произошло что-то действительно невероятное. Виктор с трудом поднял голову, все его тело тряслось от боли и страха. К нему шли несколько волков, оскалив зубы, и казалось, что они готовы были разорвать его на куски. Он закрыл глаза, мысленно попрощавшись со своей жизнью. Затем его мысли вернулись к жене Анне, которая ждала его дома и которую он так сильно любил. Волки подходили все ближе к своей жертве. Похоже, они учуяли кровь, хлещущую из раны на ноге мужчины, и решили, что он станет для них легкой добычей. Ему было слишком больно, чтобы пытаться бежать, и к тому же он знал, что от стаи голодных волков даже здоровому человеку ни за что не скрыться. Драться с ними тоже не было смысла. Он мог только смотреть на приближающиеся острые клыки и когти. Виктор знал, что не должен смотреть в глаза дикому хищнику, но это были его последние минуты на земле, и ему уже было все равно. Это была не первая встреча мужчины с лесным хищником, но в тот раз все было совсем по-другому. Несколько лет назад, пробираясь через чащу леса, Виктор наткнулся на душераздирающее зрелище. Он увидел раненого волчонка, истекающего кровью. Сначала мужчина смотрел на несчастного детеныша со стороны, боясь, что рядом может находиться агрессивная волчица. Но хищница так и не появилась, поэтому Виктор решился подойти поближе. Маленький волчонок лишь тихо скулил и выглядел совсем печально, так как на его боках зияли несколько ран, похожие от клыков или когтей более крупного хищника. У Виктора сжалось сердце от этой картины, он подхватил детеныша на руки и понес его домой. Дома мужчину встретила его любимая жена, Анна, которая помогла обработать раны волчонка, остановила кровотечение и дала ему необходимые лекарства, чтобы избежать заражения крови. После этого пара напоила детеныша теплым молоком и положила на шерстяной коврик, где уставший и измотанный волчонок почти сразу уснул. Супруги сделали вывод, что раны звереныша были не смертельными, вот только у него был оторван кусок одного уха, которое, похоже, станет его отличительной чертой на всю оставшуюся жизнь. Волчонок очень быстро шел на поправку, с каждым днем восстанавливая свои силы и энергию. Зверенышу было тесно в небольшом доме пары, поэтому через пару недель Виктор сделал для него ограждение во дворе, наблюдая за тем, как раны хищника заживают. Словно их никогда и не было. Прошло около 2 месяцев, когда волчонок окончательно восстановился, и ему уже не требовалась помощь людей. Виктор понимал, что им нужно как можно скорее отпустить звереныша на свободу, иначе он не сможет адаптироваться в дикой природе. С грустью попрощавшись со своим воспитанником, пара выпустила его в ближайший лес, а волчонок с благодарностью посмотрел на своих спасителей и скрылся в густых зарослях. Виктор вернулся к своей работе лесничего и регулярно обходил свой участок леса, борясь с браконьерами и оперативно сообщая пожарным о лесных пожарах. Однажды, когда мужчина шел по свежевыпавшему снегу, его нога случайно угодила в медвежий капкан, явно расставленный здесь браконьерами. Виктор закричал от боли и с трудом достал травмированную ногу из капкана. Лесничий перевязал раненую ногу, которая дико болела и не позволяла ему даже подняться. Виктор с трудом пополз в сторону дома, надеясь, что ему удастся преодолеть довольно длинное расстояние. Неожиданно мужчина услышал поблизости грозный рык, а из кустов показался большой серый волк. Следом за ним появились его сородичи, которые, похоже, учуяли запах крови Виктора и решили, что он станет для них легкой добычей. Лесничий понял, что его шансы на выживание равны нулю, и уже попрощался с жизнью, так как хищники подходили все ближе и ближе. Неожиданно один из волков громко зарычал, а затем прикрыл своим телом Виктора от своих сородичей, словно пытаясь защитить человека. Сначала лесничий ничего не понял, но затем он заметил, что у этого странного волка был оторван кусочек уха и догадался, что это тот самый хищник, которого он спас несколько лет назад. Остальные члены стаи с неохотой оставили такую легкую добычу и скрылись в лесу, а волк с раненым ухом еще некоторое время сопровождал Виктора по дороге домой, после чего побежал следом за своими сородичами.
Виктор успешно добрался до дома, мысленно поблагодарив своего друга-волка, который отплатил ему сполна и спас жизнь лесничего через много лет после их первой встречи.